Праздничный кекс с сухофруктами. Этот замечательный, нежный и воздушный кекс украсит любой праздник. Сочетание разных сухофруктов, пропитанных ромом, придает особого вкуса и настроения любому торжеству. Здравствуйте! Это кулинарный канал Oxyal International Cooking. Ингредиенты на экране, а пошаговое описание приготовления под видео. Если вам нравятся рецепты, обязательно напишите впечатления в комментариях. Для начала подготовим сухофрукты. Изюм промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Все сухофрукты заливаем ромом. Для быстрой подготовки начинки ставим смесь в микроволновку на 2,5 минуты. Импульсами по 20 секунд нагреваем. Между этим перемешиваем. Когда масса закипит, отставляем в сторону и приступаем к тесту. В глубокой емкости венчиком взбиваем яйца и часть сахара до воздушной массы. Этим временем в другой емкости перетираем мягкое сливочное масло с оставшимся сахаром. Сначала лопаткой, а затем немного взбиваем миксером до посветления. Замешиваем тесто. Масло соединяем с замоченными сухофруктами. Нужно при этом, чтобы они уже остыли. Ром, который не впитался, тоже добавляем. Дальше соединяем все смеси, добавляя к маслу взбитые яйца и муку. Перемешиваем, стараясь сохранить некую воздушность. Чередуем добавляемые ингредиенты. Сначала часть муки, затем часть взбитых яиц. Тесто тяжелое и очень сдобное из-за масла и влажных сухофруктов, но все же стараемся аккуратно соединить ингредиенты. Можно также поступить по-другому. Начать взбивать масло с сахаром и при этом по одному добавлять яйца, а дальше домесить муки. Но первым способом, мне кажется, сохраняется некая воздушность массы. Готовое тесто выкладываем в форму для запекания. Если форма силиконовая, то сразу выкладываем. Если из других материалов, то смазываем сливочным маслом и припыляем мукой. Лишнюю муку высыпаем, перевернув форму. Сверху можно присыпать миндальными лепестками, если вы не планируете его переворачивать. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия. Первые 30 минут без конвекции, потом еще 25-30 минут с конвекцией. Готовность кекса проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой, без малейшего количества налипшего теста. Если не сухая, допеките до готовности. Готовый остывший кекс можно сразу припылять сахарной пудрой или полить глазурью. Для светлой глазури я использовала апельсиновый сок и сахарную пудру. Если вы любите белую густую глазурь, доведите количеством пудры. Я люблю светлую, легкую глазурь, которая лишь придаст сочность верхнему слою и неповторимый апельсиновый аромат. Кекс получается очень нежным и воздушным, с легким ароматом рома и цедры. Сам кекс в меру сладкий, и глазурь сверху дополняет вкус сладкими нотками. Сухофрукты дают свою нежность и влажность этому кексу, при этом мокрым его не назовешь. В этом кексе небольшое количество сухофруктов, из-за чего чувствуется неприторность и сбалансированность во вкусе. Приятного аппетита! Я желаю вам замечательных праздников и иметь праздничное настроение каждый день. Пусть все будет лучше, чем сегодня. Подписывайтесь на канал и обязательно комментируйте. До новых вкусных встреч на канале Oxyal International Cooking. Пока-пока!